Здорово. Продолжаем. В прошлой серии приперся я в Окельхаймсдорф, и мне нужно выяснить, где фашисты бросили Пьера, куда они его засунули и все такое прочее. Так. По ресурсам у меня все норм тут, да? Окельхаймсдорф. Погнали. Вот это не очень понятно, что это за машинка. Может быть, это территория, на которую я приехал или уехал. В смысле, я могу с нее уехать. Ну, короче, я эту машину увижу только на тех территориях, с которых я начинаю новый акт. Улей. Я туда не пойду, меня покусают. Машина. Может, это и не БМВ, но все равно немецкая. Может, это... Хельмут. Колодец. Где люди, там и колодцы. Можно... Колодца сруб высотой 1,05 м. Можно сруб замерить. Где люди, там и колодцы. У этого колодца... Не замеряет. Я хотел бы опыт получить, как и в прошлые разы. Хельмут. Сортир. Взаимодействовать нельзя. Шеф, подожди! Шеф, подожди! Я всю территорию обследую, а потом уже начну разговаривать. Выносливость тратится. Здесь что, враги еще будут, что ли? Или выносливость тратилась всегда? Что-то я уже забыл. Устал. Оп, как раз яичко подоспело. А этот колодец замерить можно? Высота сруба... 1,05 м. Нет, нельзя. Ведро? Ведро? С ручкой? Деревянные, я не буду их рубить. Ну-ка, а что он дальше скажет? Ведро с ручкой оригинально. Оригинально. Так, это уже другой парниша какой-то. Шеф, да, немецкие машины лучшие в мире. Телега. На ней эмблема Volkswagen. Шеф, подожди! Что-нибудь прячешь на заднем дворе? Нет. Гараж. Телеги. Гараж на 2 телеги. Мусор. Все что угодно. Гюнтер. Крыльцо. Покрыто цементом. Старая добрая немецкая работа. Еще один. Пчеловод. Шеф, подожди! Ну, я к этим ульям тоже, наверное, не подойду. Хотя вот тут пчел нет. Я туда не пойду. Не подходит. Там, где пчел нет, все равно не подходит. Шеф, подожди! Охранник. А я могу их размочить? Шеф, подожди! Ну, пока не буду. Шеф, подожди! Они настоящие патриоты. Флажочек. Так, по эту сторону дороги, значит, пчеловоды. Местный. Местный. Шеф, подожди! Ну, с местными побазарить можно. Бочка. Что-то здесь готовится. Должно быть капуста. Ну, явно они ничего полезного не скажут. Там квестов никаких не будет. Поэтому побазарю. Ну, а это магазин какой-то. Гешефт. Вас? Поговорить нельзя с ним.
вас? Разговорчивые. В магазин зайду. Ассортимент посмотрю. Полка. Вкусненькая картошечка. Мой любимый корнеплод. Ящик. Банки. Ступени. На прилавке вы замечаете коробку с серо-оберточной бумагой. На некоторое время вы задумываетесь. Когда вам удастся попасть в лагерь, вам понадобятся ваши вещи. Может быть, стоит отправить их посылкой? Ну хорошо, Иоганн, давай паковать вещи. Не, что-то я не в настроении упаковываться. Подожди. Обследование фальшивого Риббентропа. Так, он робот. По найденному клейму на руке, которую я отрывал, мы установили, что он произведен на заводе в Окельхаймсдорфе, это где-то в Рейхе, и именно туда, по утверждению нашего клиента, недавнего поклонника подлинного Риббентропа, фашисты забрали Пьера. Завод. А что за лагерь? Я знаю про завод и про эту деревню, в которой я нахожусь. А что за лагерь, я не понял. Я только помню, что если Риббентроп меня убивает, то я все равно перехожу в следующий акт. То есть это я не умираю окончательно. И я оказываюсь в лагере. Возможно, по сюжету мне в этот лагерь нужно попасть. Ну а допустим, я этого не знал. Поэтому вот эта фраза вводит в заблуждение, типа какой-то лагерь. Я знаю только про завод. Пока не буду ничего я делать. Но я понял, в магазине ящик. Ням-ням. Банки, наверное, мед. Лавочник, ну давай посмотрю ступени. Это похоже на лестницу, так что забудь об этом. Да ладно, а почему забудь? Типа устал или что? Он торгует, я думаю. Внутри этого странного коммерческого заведения, являющегося смелым гибридом магазина и почты, вы видите пожилого немца, очевидно исполняющего обязанности продавца-консультанта. Он злобно зыркает на вас. Вы понимаете, что он не доверяет иногородним. На самом деле, единственное, чего здесь не хватает, это таблички с надписью «Nur für Deutsche», только для немцев, висящие где-нибудь в уголке. Однако, не придавая этому особого значения, вы подходите к продавцу и заводите разговор. «Доброе утро, я хочу кое-что купить. Чей это маленький танк припаркован на главной улице?» Я не видел никакой. Есть здесь кто-нибудь из почтовых служащих? Честно говоря, я думал, что найду здесь нечто совершенно иное. Вот почему полезно сначала пробежаться, чтобы понять вообще, о чем речь. Очередное яйцо в инвентаре появилось. Давай просто посмотрю ассортимент и дальше продолжу бегать. У этого уже 20 тысяч. ФГ-42. Вальтер, МГ-42. Фонарик. Вальтер. Маузер такой, дробовик, Маузер. Автоматическая винтовка десантных войск Люфтваффе. Она сложно устроена, неудобна в обращении, а стрельба патронами высокой мощности приводит к быстрому износу дула. Боковой магазин плохо сказывается на ее балансе, что снижает точность при непрерывном огне. Оружие громкое, имеет сильную отдачу и дульное пламя. Лучше всего работает на средней дистанции. 14,5 тысяч стоит. Пулеметы и штурмовые винтовки. Скорость +1. Бегать быстрее будет мой партизан. Но за что 14 тысяч? За скорость? То есть само по себе оружие всегда дешевое. А когда появляются у них какие-то бонусы, то оружие стоит очень дорого. Ну, короче, оно здесь не точное, ни хера. Очень громко, но на это плевать, сильная отдача. На средней дистанции. У меня там дохера патронов. Короче, у меня нормальный автомат, не буду ничего менять. Потом я, конечно, пощелкаю, воспользуюсь этим легальным читом. Посмотрю на его ассортимент. Шеф, подожди. Так, медоеды. Здесь. А здесь кто? Опа, рюкзак. Я вот какой-то из рюкзаков вроде продавал. Чем больше рюкзак, тем медленнее идешь. Зато дальше. Я, возможно, его продал, потому что ничего не изменилось.
Но сейчас мне деньги не нужны. Вот. Наверное, тот рюкзак, который я продал. Просто я нашел у мельника рюкзак. На мельнице в предыдущем акте. Это прям в первой территории, где партизаны. А еще один рюкзак я нашел... А я забыл, где я его нашел. А, вспомнил. Рюкзак я нашел еще в землянке у партизан. Там, в одной из землянок на карте. Рюкзачок тоже. И эти два рюкзака, они, походу, одно и то же количество клеток прибавляли. Вот. Поэтому я один из них продал. А этот сделал мне вот такой вот инвентарь прекрасный. Вот его и так большой. А этот пусть патроны носит. Круто, круто. Это мне очень понравилось. Где это? Пусть будет здесь. Вот так, вот так, вот так. Зайти нельзя. Где этот танк, про который я откуда-то знаю? Дверь. Пост. Давай дверь сначала. Закрыто. Закрыто окно. Зарешечено. Тюрьма. Ну-ну, теперь только социализма не хватает. Или что-то важное там просто находится. А что, если я упаду? Кому тогда будет больно, а? Приколист. Так, все, назад. За дом не идет. Шеф, подожди. Плакаты. Пропаганда. Шеф, подожди. Вот и техника. Танк. Ну ладно, пусть называется танк. Рядом с дорогой вы видите маленький танк. Как вы выяснили, он принадлежит местным полицаям, тем, которые отказались вас арестовать, чтобы не испортить себе репутацию. Он выглядит очень чистеньким и ухоженным. Полированная обшивка, без малейшего признака ржавчины, сверкает на солнце. Вы понимаете, что ездят на нем только в особенных случаях, и то от одного конца деревни до другого. Откуда я вот это знаю? Что за прикол? Принадлежит местным полицаям, которые отказались вас арестовать, чтобы не испортить себе репутацию. Да, прелестная штучка, но мне нет до нее дела. Но можно провзаимодействовать. Здесь ничего нет. С этими ящиками и бревнами провзаимодействовать нельзя. К лесу. Шеф, подожди. Шеф, Ну что, подожди. потом выяснится, я думаю. Так, там ничего нет, я уже смотрел. Колодец. А этот колодец измерить можно? Его сруб Сруб метр 10. Сруб опыта уже не дает. Так, пустота. Шеф, подожди. Понятно, ничего нет, но вот с этими можно поговорить будет. Ну, один здесь ходит, другой здесь ходит. И в магазине вот эти вот охранники. Но с ними я же не разговаривал. Два полицая тихо мирно патрулируют улицы Окельхаймсдорфа. Один, более толстый, живо жестикулируя, рассказывает другому, тощему, как готовятся свиные ножки в пиве по-баварски. Их задача, конечно же, поддерживать мир и порядок. Судя по их скучающим лицам, они не очень-то загружены работой. Полицаи больше заняты своим разговором, чем наблюдением за округой в поисках волнений и бесчинств. Они медленно проходят мимо вас. Альт, ну типа стой. Ой, то есть, простите, можно задать вам вопрос?
Я тут ищу вход на секретную базу СС. Мне сказали, он должен быть где-то поблизости. Простите, должно быть, ошибся поворотом. Но это прекращает разговор. Про секретную базу спрашивать пока не буду. И спрошу, что-нибудь спрошу у них. Я имею в виду, жир обязательно должен растапливаться постепенно, а не стекать, иначе все будет, говорит толстяк, как будто не замечая вас. Однако секундой позже он реагирует на насмешку. Вздыхая, переглядывается с худым. Что происходит? В его голосе слышится легкая скука. Они не выглядят ни опасными, ни доброжелательными. Однако вы решаете продолжать. Ну ладно тогда, я ошибся. Фу. Так. А если я ищу вход на секретную базу? Оба строят подозрительные мины. База? Толстый пытается изобразить удивление. Ты о такой не слышал, Клаус? Спрашивает он худого. Клаус некоторое время чешет в затылке. База, ничего подобного не знаю, заканчивает он. Еще некоторое время он усиленно думает. И вам не стоит задавать подобных вопросов здесь. Разойдись. Вы слышите любимую команду всех представителей силовых ведомств. Ладно, но тогда хотя бы трудовой лагерь. Опачки. Еще и трудовой лагерь, веселятся полицейские. Он тут у нас недалеко, вон, на ближайшей горе. Там работают преступники и военнопленные, искупая таким образом свою вину перед Третьим Рейхом, объясняет тощий Клаус. И как туда попасть? Как? Удивляется Толстый. Туда нельзя попасть, если ты не заключенный или не офицер СС, высокомерно говорит он. Ну да, я так и думал. Открой, пожалуйста, блокнот. Лагерь. Что касается фабрики мутантов, то никто о ней ничего не знает. Вместо этого мы выяснили, что под Экельхаймсдорфом находится немецкий трудовой лагерь. Там вкалывают военнопленные во славу Третьего Рейха. Интересно, не может ли быть этот лагерь прикрытием для секретного завода, где делают роботов? Вот, что за прикол с лагерем. Как нам попасть в лагерь? Итак, мы послонялись вокруг забора, побродили по этой богом забытой дыре и поняли, что единственный способ попасть в трудовой лагерь – совершить преступление. К сожалению, это не так-то просто. Похоже, что местные жандармы крайне неохотно прибегают к аресту. Эх, тут слишком спокойно. Я начинаю готовиться к худшему. Шеф, подожди. Так, вот в тот ящик можно положить вещи. Танк. Можно про танк пораспрашивать. А давай... То есть нужно что-то натворить, я понял. Шеф, подожди. Ну чё, Хельмут, иди сюда. Окельхаймсдорфские пасечники. Кстати, я так подумал, Окельхаймсдорф. В чем смысл этой деревни? В чем есть смысл этого названия? Это же игра с приколом. Но я не понимаю, в чем здесь прикол. Я знаю, что Дорф — это обозначение деревни. Хайм — это обозначение места, где живут. Типа дом или что-то типа такого. А Окель — непонятно. Может, это имя чьё-то. А может, просто вымышленное что-то, чтобы было похоже на что-то немецкое. Посреди ухоженного, идеально вычищенного двора, непременного атрибута любой порядочной немецкой фермы, стоит довольно толстый немец. Он величественно созерцает землю, покрытую глиной, травой и желтым песком. Время от времени он начинает со значительным видом мерить ее шагами и попутно, не теряя достоинства, кормить цыплят. Когда вы подходите к нему, он поворачивается к вам. Пчел сделали, а цыплят нет, потому что я цыплят не вижу. Явно удивленный вашим желанием поговорить с ним, он выжидающе смотрит на вас. Гутен так. Добрый день, могу ли я узнать, с кем имею честь? Могу ли я кое о чем вас спросить? Вы случайно не торгуете продуктами домашнего приготовления? Я имею в виду вурц и все такое. Это сосиски. Их местные. Опа, я ошибся. До свидания. Вот это прикольно. Не просто прощается, он такой, опа. Так, могу ли я узнать, с кем имею честь? После такой спокойной и доброжелательной речи его лицо принимает королевское, а то и императорское выражение.
Он неторопливо почесывает свою совершенно лысую голову и представляется. Хельмут Глют. Его голос не уступает по мощности турбине подлодки. «Я хозяин этой фермы», — продолжает он. «Лучший во всей деревне». Сделав такое заявление, он продолжает хозяйствовать, то бишь величественно озирать весь двор. Да, у меня вопрос. Фермер с трудом заставляет себя взглянуть на вас. Хотя он явно не рад такому гостю, немецкое гостеприимство побеждает. Он даже расщедрился на легкую гримасу, которая, по его мнению, должна была означать дружескую улыбку. «Если только я смогу ответить», — говорит он ободряюще. «Как ваше имя, сэр? А можно промолчать?» Хельмут Глют. Его зовут. А, можно... Это типа прекращает диалог? Понятно. Но я же уже знаю его имя. Как ваше имя, сэр? После такой спокойной Как ваше имя, сэр? И все, это понятно. Понятно. Могу ли я кое о чем вас спросить? Фермер с трудом... Я понял. Вы случайно не торгуете продуктами домашнего приготовления? Опачки. Почти 20 тысяч. Нормально. Марля на 40. Нормально. Кожаный ремень. Сила плюс 2, защищенность плюс 1. 500 долларов. 500 долларов, 500 долларов. Ну, у меня до хера денег. Я просто не помню, какой у меня пояс. Вроде у меня просто силу дает. Дробовик, обрез, штык обычный, мед. Целый горшочек меда. Даже немножечко чайная ложечка. Это уже хорошо. Не знаю, что мне с ним делать. Ненавижу сладкое. Даже полезное. Килограмм 240. Ничего не восстанавливает. Причем 3 банки. Аж. Непонятно пока для чего его покупать. Пояс. Сила плюс 2. Да, тут сила плюс 2 и защищенность плюс 1. Описание то же самое. Все, его можно продать. Шприц. Стеклянная колючая штучка. Для мазохистов, использованная в подходящий момент, спасает жизни, восстанавливает здоровье и, возможно, кое-что еще. 35 здоровья. Пиво. Горькое, светлое, плотность 12,5% и, разумеется, безалкогольное, как и все остальные напитки в игре. 30 здоровья восстанавливает. Прикольно. Маузер со штыком. Шанс на попадание. Оружейный патрон, но меня это уже не интересует. Ну ладно, вот и поговорили. А ты что расскажешь, Гюнтер? Хельмут и Гюнтер. Худой как палка, немец привлекает ваше внимание. Он одет в национальный костюм судетского фермера, в котором самое поразительное — строгая необходимость при выполнении сельскохозяйственных работ надевать белую рубашку и безукоризненно начищенные ботинки. Он расхаживает по двору взад-вперед, слегка напоминая аиста на лугу. Ваш вид его, похоже, совершенно не радует. Доброе утро, с кем имею честь? До свидания, немножко, знаете, Ульям ошибся. Гюнтер Киршке, отвечает он. У него неожиданно высокий голос. Видимо, решив, что разговор окончен, он разворачивается и уходит в направлении ближайших ульев. О, ну да, я тоже. Ну, увидимся. О, ну да, я тоже. А, к сожалению, слова застревают у вас в глотке, поскольку внезапно Гер Киршке, как будто вспомнив о вашем существовании, снова подскакивает к вам и за шкирку тянет вас назад. «Пойдемте, мистер, я кое-что вам покажу», — пыхтит он. После такого многообещающего начала вы еле успеваете оглянуться на Иоганна и отчаянно махнуть ему рукой. Вас почти волоком тащат через грязный двор в сторону ульев, стоящих на отшибе. Доставив вас на место, ваш любезнейший хозяин ослабляет свою стальную хватку, и вы, полупридушенный, падаете на землю. Вы быстро поднимаетесь. «Нет, убирайся, ты не посмеешь, ой». Ладно, это всего лишь пчелы. Ой. Всего лишь пчелы. Дополнительные ремарки обязаны своим происхождением необыкновенной плотности воздуха. Вы рискуете быть заживо съеденным целой тучей пчел. Они, очевидно, в бешенстве, поскольку кто-то прервал их работу. Они же никогда не отдыхают. Однако Херр Гюнтер, видимо, с рождения имеющий иммунитет ко всем ядам, не обращает на это внимания и начинает.
«Юноша, вы не видите здесь ничего удивительного?» – спрашивает он, наблюдая, как вы с Иоганном пытаетесь отогнать яростно работающих насекомых. «Нет, ой, ничего, ой. Возможно, нескольких чертовых насекомых?» В ответ на крики вы получаете новую порцию укусов. Вы начинаете раздумывать о бегстве как наилучшем выходе. Ой, я имею в виду стратегическое отступление в целях выравнивания линии фронта. Великий пчеловод Херр Киршке со стоном отвращения объясняет. «Один из моих ульев опустел», — говорит он. Грустно оглядывается вокруг. «Я держал в нем особо ядовитый вид бразильских пчел», — горестно добавляет он. «К сожалению, я подозреваю, что он был украден», — завершает он голосом, после которого должно следовать симфоническое вступление. Вместо этого слышится лишь разгневанное жужжание. «Да? Ой. И как, по-вашему? Кто-то пришел и просто взял и унес их? Все это время меня жалят». «Не просто кто-то. Я прекрасно знаю, кто это сделал». Тут в его голосе проступает холодная ненависть. Весь на нервах, он так и крутится, не сходя с места. В конце концов, он не выдерживает. «Этот никчемный человек – мой сосед». Он поднимает руку и тыкает пальцем в ближайший забор и сарай за ним. «Это Хельмут Гульке», – выплевывает он. Выглядит он настолько живописно, что будь у вас мольберт и талант, вы немедленно приступили бы к написанию картины под названием «Херр Киршке обвиняет Хельмута Гульке в злостном пчелократстве». Ну как? Ни минуты покоя от этих сволочных тварей. Этот человек что, пришел сюда и так вот просто взял их? Гюнтер на мгновение берет себя в руки. Он с усилием сглатывает и начинает объяснять. «Пчелы собираются в рой», — говорит он. «Они живут в ульях. Это такие маленькие деревянные домики». Тон его голоса становится все более напряженным. «Это называется рой», — продолжает он. «В каждом рое есть свой босс, точнее, госпожа, королева. Вроде пчелиного фюрера?» «Ага», — он откашливается. «Действительно, да. Достаточно забрать такого пчелиного фюрера, и все пчелиное сообщество последует за королевой». Он грустно качает головой. «Именно это и случилось. А они были такие красивые, такие ядовитые». Он похож на человека, который вот-вот разревется. Вы глубоко вздыхаете. «Такова судьба героя во время войны», — бормочете вы. И говорю громко: «Ну хорошо, я попробую это проверить и вернуть вам эту вашу американскую королеву». «Я буду премного вам обязан», — радостно восклицает Херр Киршке. «Я отплачу вам всем, чем смогу. Возможно, подойдет горшочек лучшего немецкого меда», — обдумывает он способ оплаты. «Немецкий мед? По-моему, лучше Железный Крест. Черт с ним, так или иначе, я об этом позабочусь». Пчелиный фюрер. Гюнтер Киршке – пчеловод. Он специализируется на особо ядовитых пчелах. Он безутешен, поскольку кто-то украл матку его лучшего роя, также известную как пчелиный фюрер. Босс, разумеется, сжалился над ним и пообещал, что мы вернем ее пострадавшему пчеловоду. Его подозрения направлены на соседа, некоего Хельмута Глюта. Надо бы его навестить. Ну что, Хельмут? Гутен так. Могу ли я вас о чем-то спросить? Как ваше имя? Он представляется. А я слышал, что лучший хозяин в деревне ваш сосед, Херр Гюнтер Киршке. Вас? Взрывается Хельмут. Это засра... Вы видите, что его попытка подобрать более оскорбительное выражение не удалась, и ему пришлось довольствоваться тем, что пришло на ум. «Он даже не умеет правильно собирать мед», — продолжает немец. «Я готов вызвать его на соревнования», — кричит он, воодушевленный этой идеей. «Я ставлю свои ульи на то, что соберу меда больше, чем он». Хельмут продолжает себя накручивать. «Я повторяю, мои ульи против ничего». Ладно, заметано. Удар обухом по голове не смог бы настолько выбить его из колеи. «Что вы имеете в виду, заметано?» — в замешательстве спрашивает он. «Что заметано?» Хельмут смотрит на нас. «Я имею в виду пари. Я только что принял вашу ставку. Кто соберет больше меда, тот получает все ульи. Теперь я пойду и дам знать Гюнтеру». Прикольно. То есть, если он выигрывает, то ничего, а если Гюнтер выигрывает, то он забирает ульи. Но этот такой простенький, видимо, да. А тот важный такой, король. У него даже флаг висит, нацистский. Херр Киршке подбегает к вам и кричит в нетерпении. И что, и что, и что? И ничего, и ничего, и ничего. Пока что. Так. А что за прикол? Я туда не пойду.
Пришел поговорить, а не разговаривает. Маленькие пчелки. Что-то подтолкнуло босса заключить пари с Хельмутом Глютом. Пари было о том, кто больше меда соберет с ульев. Если мы победим, то получим его ульи. В противном случае не потеряем ничего. Должен сказать, что у босса бывают неплохие идеи. Так, может быть, надо собрать Я туда не мед? пойду. Он туда не Я пойдет. туда- Так, может быть, мед надо купить? Потому что что-то я взаимодействую со всеми, чем можно, и ничего не происходит. Шляпа пчеловода появилась. Довольно экстравагантный головной убор. В нем, правда, много не разглядишь, зато и ваше лицо прикрыто. Ничего не требуется, удача +3, защищенность +1, шанс на попадание -2. Я думаю, мне мед не нужен, но я его купил. Все, надо надеть эту шляпу на себя и сказать: у меня вопрос. Вы готовы к состязаниям? Кричит Хельмут. Я всегда. У вас нет шансов против меня, добавляет он. Ну что, приступим? Понял. Вперед, старая кляча. Пусть мне повезет. Честно говоря, я сегодня не в форме. Я имею в виду, оставим пчел в покое. Пусть мне повезет. Пожалуйста, вы идете первый. Вжик. Их только нужно немножко успокоить. Вот полгоршка меда. Ну ладно, теперь мы совершим маленький фокус. Ого! Мистер Шмидт! Где? Где? Сдается мне, когда дело доходит до пари, то вот целый горшок меда. Что? Это невероятно. Действительно, я проиграл. Тогда я попрошу у вас суперпчелу, ту, что вы заняли у соседа. Эх, пари есть пари. Ничего себе, косарь опыта. Интересно, а банки нет? Наверное, прикол в том, что он его отвлек, а я ему банку просто показал, которую купил, и все. Странное название. Фантастическая пчелка. Надо быстро доставить ее Гюнтеру, а то тут будет весь рой. Класс, тяжелое оружие. Что? А если ты потерял его гана, он просто в заборе здесь застрял, поэтому он там кричал. Босс, погоди. И что? Получилось. Я рисковал своей жизнью ради этой пчелы-убийцы. Вот. Теперь Гюнтер осторожно забирает у вас жужжащее насекомое. Нежно и заботливо оглядывает его. Крылышки слегка помялись. Бормочет он себе под нос. Смотрит на вас, очевидно подозревая в растлении пчел. Что? Да мы едва живы остались. И что мы слышим? Крылышки помялись. Ну хорошо, 167 опыта. Вовремя останавливается Гюнтер. Награда в любом случае от вас не уйдет, прибавляет он, улыбаясь себе под нос, пытаясь расправить пчелиные крылышки. Приходите позже, у меня будет кое-что для вас, таинственно сообщает он. Я искренне надеюсь, что это будут не соты. А сразу можно прийти или что? Радостно приветствует вас Гюнтер. Это же мой благодетель, он улыбается вам. Один момент, говорит он, не давая вам ответить. У меня есть подарок для вас. Он подходит к своим ульям. Храбро поднимает крышку одного из них, копается в нем голой рукой и вскоре достает нечто маленькое. Он кладет эту штуку в мешок и с величайшей осторожностью передает вам. Это новый пчелиный фюрер, заговорческим тоном сообщает он. Самая ядовитая из моих питомец, достаточно освободить ее, чтобы начался сущий ад. Да, правда, Женевской конвенции запрещено использование биологического оружия, однако мы без сомнения выиграем эту войну, а победитель всегда прав. Спасибо. 334 опыта. Ее зовут Арнольд, говорит Херр Киршке на прощание. Вам кажется, что это имя? Хотя оно и мужское, идеально подходит к пчеле-убийце. Хорошо, я запомню. Рифюрер написано. Ну вот, наконец-то правильный зверь. Подарок Гюнтера. У нее маленькое злобное рыльце, ее зовут Арнольд. Хорошее имечко для пчелиного фюрера. Когда я выпущу ее, ад последует за ней. Я считаю, что надо дважды подумать, прежде чем это сделать. В конце концов, это биологическое оружие. Прикольно. Дали пчелу. Ну-ка. Здесь она не работает. Так, победил. Получил пчелу. Нахера? Какой-то прикол, походу.
Так. Магазин. Хотя, знаешь, я о чем думаю, пойти в лес, пойти дальше, 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 чтобы дойти до лагеря, посмотреть, что там как. Могу что-нибудь купить? МП-43. Камуфляжная куртка, урон +2, защищенность +3, шанс на промах. Камуфляжная куртка, раскрашенная в маскирующие цвета, позволяет растворяться в окружающем пейзаже. Одна из лучших вещей, которые вы можете найти. 11,5 тысяч. Но она урон даже повышает. Что по-любому я ее покупаю. Парабеллум не покупаю. Шерстяные перчатки, ловкость +2 и шанс на попадание +1. У меня получше. Шапку пчеловода забирайте. Ну, гранаты эти смысла вообще не имеют. Но яиц столько, что уже, в принципе, нет смысла их выбрасывать или продавать. Как-то я могу восполнить здоровье полностью. Удача +1, защищенность +3. Но не будет удачи, зато шанс на промах и урон увеличивается. Красота. Лавочник. Принимай. Вот. Смотри, он еще панцерфаусты продает. Резиновая уточка. Милая игрушка, издающая при нажатии характерный звук. В опытных руках может стать очень опасным оружием. Ловкость 9, интеллект 9. Чей-то маленький танк припаркован на главной улице. Лавочника, хотя и сохраняющего подозрительное выражение лица, так и распирает от желания поделиться с вами свежайшими сплетнями. «Эта маленькая красотка — собственность 2 жандармов», — объясняет он. «Вы с ними разве не встречались?» — удивляется он. «Они непрерывно патрулируют главную улицу, несмотря на то, что у нас не было прецедентов нарушения закона последние 50 лет». На время он замолкает, но затем решает добавить. Они просто пылинки с него сдувают. Если бы кто-нибудь поцарапал краску или, хуже того, выдрал антенну, они бы, наверное, на месте его убили. Значит, они так пекутся об этом маленьком танке. Интересно, надо бы это запомнить. Ну, пока. То есть, возможно, это в качестве преступления, чтобы попасть в лагерь. Понятно. На улице в Окельхаймсдорфе припаркован маленький танк. Мы выяснили, что это гордость местных жандармов. Они ухаживают за ним, моют и полируют его. Другими словами, обращаются с ним как со своим главным сокровищем. И, конечно же, выезжают на нем только по самым особым случаям, на день рождения фюрера, например. Есть здесь кто-нибудь из почтовых служащих? Продавец жестом просит вас подождать, пожалуйста. Он вынимает фуражку почтальона из-под прилавка, надевает ее и идет к почтовому окошку. Не говоря ни слова, он встает там и выжидающе смотрит на вас. «О, ну да», — говорите вы себе. «Это же война, приходится терпеть недостаток персонала». Могу ли я позвонить в город? Я только хотел проверить, работает ли почта. Могу я позвонить в город? Здесь нет телефона, объясняет клерк. Все телефоны были конфискованы. Он уже клерк. В самом деле, как жаль. Ну ладно, попробуем что-нибудь другое. Я бы хотел что-нибудь купить. Это вам не магазин, орет почмейстер. Это почта, убежденно добавляет он, почесывая подбородок. Да, правда. Но я бы хотел кое-что из магазина. Сразу надо было говорить, сердито бормочет клерк. По умолчанию он снимает свою фуражку, прячет ее под прилавок и подходит к соседней конторке. Да, чем могу служить, спрашивает он в роли продавца. Наверное, мне надо что-нибудь. На самом деле я передумал, мне нужна была почта. Я только хотел проверить, работает ли почта. Смотри. Банка с краской сомнительного цвета. Если вы хотите что-нибудь нарисовать, так флаг вам в руки. Так что это даже и не чит, а так задумано, походу. Ну, то есть я щелкал, смотрел. Ничего больше полезного не нашел, поэтому ничего тебе не расскажу. Появилась краска. Ну и ты понимаешь. Танк. Краска. Преступление. Но я не хочу пока разбираться с этим. Мне кажется, прикольная карта, кстати. Это фигня. Стакан. А, это лук, наверное. Я хочу побежать за территорию.
попутешествовать, посмотреть, что там вообще есть. А потом уже можно будет вернуться сюда и набедокурить.